Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. От чего вас отводит судьба? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Смотрите, здесь такая ситуация проигрывается. Опять же, помним, что это общий расклад, да, и под себя переворачиваем. Здесь может быть у кого-то ситуация, когда вот вы расстались с женщиной, но все-таки хочется вернуться. Здесь ситуация может быть, когда вы пережили измену, и несмотря на это, даже вы все равно хотите вернуться. Вы даже, может быть, думаете, как это сделать, да, стоит ли делать. Это может быть слежка, да, за женщиной, расспрашивание общих знакомых. Ну, то есть вы такой весь в раздумьях, и хочется, и колется. Далее, может еще проигрываться у других из вас, может проигрываться ситуация, когда очень хочется влюбиться. Вот хочется влюбиться, да, но не знаю, где найти, где познакомиться, где встретить хорошую, да, потому что хочется хорошую, но где же ее взять, да, все хорошие разобраны, как часто говорят. Да, вы можете пытаться знакомиться, но тем не менее как-то не очень получается, да, разве что, ну, для постели, да, пожалуйста, можно легко найти. А вот для серьезных отношений как-то не очень. Может проигрываться также у вас ситуация, когда проблемы некоторые с деньгами, да, что вас очень сильно огорчает. Причем здесь могут, смотрите, быть и конфликты какие-то по работе, вот именно из-за денежных каких-то моментов, да, из-за сокращения, либо же задержки зарплаты. Вот именно по работе здесь может проигрываться, ну, чуть ли не забастовка, вот хочется сказать, да. Как будто люди вот восстают, да, когда люди начинают огрызаться, да, возмущаться, что это такое, что происходит, да, почему там не платят деньги, почему урезают, сокращают и так далее. Ну вот в таком духе. Теперь смотрите еще. Вы такой вот человек довольно страстный вообще по жизни, да? Вы хороший любовник, вы такой вот искуситель. Вот вы всегда умеете найти подход к женщине, вы знаете, за какие ниточки подергать, как ее уломать, да, вот, ну, то есть вот такой вот. Вы умеете быть джентльменом, а умеете быть и манипулятором. Я не могу сказать, что у вас там супер такой характер, что ну, молиться и в рамочку, да, никого не хочу обидеть, но тем не менее. Вы можете периодически проявить свой характер, вы можете в чем-то настоять, да, ну такой довольно мужик такой характер, именно вот, именно такой мужской. Вы периодически бываете довольно таким даже вспыльчивым, я бы сказала, бунтарь. С чем это связано, давайте посмотрим. Особенно это было связано с женщиной. Это женщина, которая разбила вам сердце. Вот особо, знаете, даже она скорее научила вас быть вот таким вспыльчивым. Вот из-за нее, из-за вот этой трагедии, да, вот скорее всего, вот измена как раз и у этой женщины проигрывается. Она прыгала налево-направо, да, вот она сделала вас таким вспыльчивым, в чем-то даже, может быть, нервозность какая-то появилась, этой проблемы со сном. Это абсолютная точка, которая поставлена с этой женщиной. Да, было больно, да, было тяжело, но эта женщина, может быть, даже до сих пор не дает вам покоя. Она не дает покоя просто, знаете, чтобы вот побередить ваши раны. Она может специально подсылать детей, чтобы каким-то образом, да, вот рассказали, как у мамы все хорошо, замечательно. Она может и сама как-то, вот если есть общие знакомые, она может через других передавать, что у нее там и ухажеры, и любовь, морковь. Но вам уже это, знаете, я бы сказала, уже скорее по барабану, да, вот вы как-то, да, больно, да, неприятно это все слушать, но как-то вы стараетесь абстрагироваться от этого всего, и вот вы такой человек, что вот вы поставили точку и все, и до свидания. Вы не будете возвращаться, вы не будете, я не знаю, там слюни, сопли вот эти распускать, да. Хотя, опять же, как я сказала вот в начале расклада,
некоторые из вас еще ну, имеют надежду примирения, да, вот опять же, потому что это общий расклад, поэтому я уже говорю и такие версии, а вы уже под себя их переворачивайте. Так, что же еще происходит в вашей жизни, да? Ух ты, у вас такие периоды, знаете, были в жизни, что вот вы вообще такой человек рисковый, любитель адреналина. Это может проигрываться, кто-то любит скорость, кто-то любит, может быть, альпинизм, какие-то, я не знаю, такие экстремальные занятия спортом. Но вы такой человек вообще, который можете рисковать по жизни. Бывали ситуации, когда вы все ставите на кон. Вот вы рискуете, да, не обязательно там везде жизнью рисковать, но вот знаете, как бывают, допустим, деньги вкладывают куда-то, вот вы рискуете, но вы это делаете, вот, да, ну то есть у каждого это свой риск, но такой довольно вы адреналиновый, экстремальный товарищ. Вы такой еще, знаете, вот опять же, в вашей жизни были ситуации, когда это возможно, это даже связано, ну давайте все-таки уточним, с чем это связано. Ну да, кто бы сомневался. Скорее всего, вот это проигрывается после вот этой трагедии с любовным треугольником, да, после вот этого всего, любовь-морковь. Могут у некоторых из вас проигрываться ситуация, когда настолько вам было плохо, да, что вы чуть не попали, ну, скажем так, в больницу, там, где, ну, с неврозами как минимум лечат, да. Могли быть такие, знаете, депрессивные настолько состояния, что требовалось вмешательство. Возможно, даже ваши близкие задумывались, да, чтобы, ну, как бы либо же предлагали вам подлечиться, потому что нервная система убита в хлам. Тоже такое может проигрываться. Далее. Причем еще, смотрите, среди вас есть такие товарищи, да, ну вот я так пытаюсь деликатно назвать это, ну, поскольку довольно вспыльчивы вы бываете, то вот именно касательно вашей женщины, вот этой ситуации неприятной, которая произошла в вашей жизни, вот может даже быть, что вы порывались, да, вот как бы к этому сопернику, ну, чтобы, ну, как бы помахать кулаками, да. И здесь уже могла вам грозить решетка. Вот, ребят, если вы порывались, то хорошо, что вы этого не сделали, потому что, вот опять же, это первое, что говорит нам Таро, от чего вас отводит судьба, да? Вот в вашей жизни могла быть, ну, грубо говоря, психушка, да? И могла быть решетка. Вот если бы вы, ну, либо же еще решетка могла быть по другим каким-то вашим моментам, мы не будем углубляться, потому что у каждого своя судьба, свои миллион вариантов, да. Ну, то есть то, что могли вас закрыть либо там, это однозначно. Поэтому хорошо, что вы этого не сделали. Далее. От чего же вас еще бережет судьба? Вы вообще такой фартовый товарищ. Не очень вы этого замечаете. Смотрите. Так. Смотрите, у вас по жизни будет как? У вас будут женщины, да? Мы не будем сейчас углубляться, какие женщины, что. Но однозначно монахом вы не будете. Так что кто пытается на себе крест поставить, даже и не думайте. У вас будут женщины, но как-то так будут складываться отношения, что вот как будто реально, как будто свыше судьба вас будет отводить от женщин, которые падкие, ну чисто на жезлы, да, чисто на деньги падкие. Вот будут так обстоятельства складываться, как будто вы, ну то ли, знаете, то ли интуитивно будете просекать их, ну как будто вот свыше вас ведет, и вы сами, знаете, вот два в одном, и свыше, и вы будете чувствовать, какие женщины корыстные, какие гулящие, да, какие хотят вас использовать. Да, будет больно, да, будет обидно, да, будет неприятно, но тем не менее, да, лучше раньше, чем потом опять второй раз в ту же воду войти и опять попасться на какую-то дамочку, которая слабая напередок, извините за выражение. Так, от чего еще вас будет отводить? Так, смотрите, ребят, те из вас, кто
Кто имеет вот серьезные какие-то расстройства по, ну, скажем так, по нервной системе, нервно-психологической. Ну, психиатрия я не думаю, хотя могут проигрываться у некоторых даже вот после разрыва, могут проигрываться даже психиатрические какие-то вот именно, знаете, вот как говорят, ну, такое состояние, что, ну, крыша едет просто от горя, да, от безумия, настолько больно, настолько плохо. Смотрите, опять же, но это возвращаясь туда, что я только что говорила по поводу вот психических расстройств. То есть вы были на шаг, ну, в шаге, так скажем, да, реально от того, чтобы, ну, как бы не сойти с ума от этого всего. Напишите в комментариях, у кого-то проигрываются такие моменты или нет. Вот реально вы были очень близки к тому, чтобы, ну, реально вас туда упекли. Уж извините, я никого не хочу обидеть, но тем не менее. Далее. Смотрите, в вашей жизни все равно будет женщина, можете не переживать, да, будет женщина для серьезных отношений, да, здесь, ну, здесь сама Вселенная вам поможет и встретиться, и развить эти отношения, да, здесь все будет замечательно. Углубляться мы не будем, потому что у нас сегодня немного о другом расклад. Так, от чего еще? Вот, у вас семейная карта даже падает. Смотрите. Далее. Вот несмотря на то, что вы пережили очень и очень много таких неприятных моментов, вот фортуна вас любит, потому она вас и защищает, да? Как говорят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся, но тем не менее. В вашей жизни были, либо же у кого-то могут проигрываться, да, что в будущем будут, да, ситуации, вот именно связанные с деньгами, с финансами, причем, я думаю, могут быть, ну, довольно крупные суммы. Могли вам попадаться, либо же это будет в будущем, да, у кого-то, ситуации, когда могут попасться на вашем пути мошенники, именно обманщики вот по деньгам, да, вот именно разводняк на деньги может быть. Но опять же, сама судьба вот так все обставляла, что вы выходили победителем, да, вы не теряли деньги, вы смогли их уберечь, да, вот деньги. То есть мошенники попадались, но то ли, либо вы их чувствовали, да, либо вы вовремя понимали. Ну, у кого-то это будет в будущем, да, потому что общий расклад, помним об этом. Поэтому кто из вас, может быть, готовит какие-то финансовые операции, может быть, вы хотите куда-то вкладывать деньги, может быть, вы хотите с компаньоном что-то открыть. Вы должны от и до проверить этого компаньона, там все организации, с которыми вы сотрудничаете. Ну, то есть все вот эти финансовые моменты, да, должны хорошо проверяться. То есть здесь, опять же, вот как будто вот ангел-хранитель, да, вот вас бережет от финансовых потерь. У вас, так знаете, в жизни будет складываться, что даже вот когда у вас будут потери, очень быстро вы будете решать эти все вопросы. Вот у вас будут то ли это люди, которые, знаете, вот друзья, приятели, родственники, может быть, которые всегда смогут вот руку помощи протянуть. Давайте-ка посмотрим, кто является вашим ангелом-хранителем. Вот почему-то мне стало интересно, кто вам помогает по жизни. Это мужчина, который ушел из жизни. Это мужчина довольно сильный, мужчина, с которым вы были, ну, тесно связаны. Скорее всего, это, ну, то ли это отец, может быть, у кого-то по линии отца, там, дедушка, там, да, прадедушка. Да, очень сильная защита. Человек был очень сильный, очень властный, в то же время очень веселый, да, ну, такой мужик с большой буквы, который держал и жену, всех под контролем, так знаете, вот в ежовых рукавицах держал. Он ваш, ну, такой реально ангел-хранитель, который помогает вам довольно часто. Довольно часто помогает, причем вот именно как раз в финансовых ситуациях, вот большая заслуга будет, что именно вот этот ваш родственник ушедший, он поможет вам, ну, не разориться, так скажем, да, не попасть на мошенников каких-то, не получить еще травму из-за того, что вы потеряли крупную сумму денег. Ну, представьте, да, не дай бог, конечно,
Если вот у кого-то получается такая ситуация, что человек, да, вот теряет женщину, а потом еще теряет и большую сумму денег. Ну, здесь реально, ну, здесь психушка может случиться, да, у любого человека. Поэтому не переживайте. Вот вы такой любимчик фортуны, несмотря на то, что много всего переживаете. Вот вы, может быть, даже сами замечаете, что вы всегда как-то можете сухим выйти из воды, да, ну, либо же как-то так легко отделаться, да, вот напишите в комментариях, есть такие моменты. То есть, смотрите, будут разные ситуации, будут непростые ситуации, будут ситуации, когда будет казаться, что все пропало, все упущено. У кого-то, возможно, они уже были, да, помним общий расклад. Но, тем не менее, всегда нужно держать ухо востро, да, вот и финансы, и, ну, вообще как-то свое вот нервно-психическое состояние я бы вам советовала, может быть, проверить даже у специалистов. Особенно это касается тех, кто реально по себе чувствует, да, плохо спит, что вы чувствуете, что стали более нервным, более вспыльчивым, да, если раньше вы таким, допустим, не были, а сейчас такой стали. Ну, то есть можно сходить к специалисту. Потому что, ну, реально, когда нервно-психические заболевания можно запустить, то они усугубляются. И тогда тяжелее их вылечить, и, конечно же, и последствия будут тяжелее, но, естественно, дороже это будет. Но то, что вы будете в паре, это будет однозначно, да, вот если кого-то интересует такой момент. Семейная карта выпала, тоже я вам сказала, да. В принципе, довольно неплохо. Единственное, вот вы такой хоть и любимчик судьбы, но все равно будете шалить, будете все равно куда-то ввязываться, да. Ну, характер у вас такой, да, потому что, ну, вы не можете вот усидеть на одном месте. Кто-то деньги будет вкладывать, кто-то куда-то влезет, да. Но все равно вы выходите сухим из воды в любом случае. Единственное, все равно держите ухо востро, потому что, ну, можно заиграться. Знаете, как говорят, судьба ведь тоже терпит, терпит, а потом преподносит определенный урок и наказывает. Потому что высшие силы тоже, когда они видят, что человек, раз ты ему помог, второй помог, третий, а человек все влезает и влезает куда-то, и влезает, да, ну, тогда высшие силы преподносят урок уже и как бы наказывают такого человека. Поэтому я вам желаю выруливать из любых ситуаций с минимальными вообще проблемами, чтобы у вас этих проблем не было, чтобы вы особо никуда не встревали, да, у кого есть какие-то проблемы по здоровью, обратитесь к специалистам. И, конечно же, всем счастья, любви и благополучия. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!